Приветствую, друзья! В спорах о полноразмерных наушниках от компании Sivga сломано уже немало копий. И, кстати, в основном все по делу. Однако производителю этого, судя по всему, показалось мало. И вот у меня в руках уже вторая их внутриканальная модель. Как всегда, все дорого-богато, с применением дерева, бериллиевой диафрагмы и комплектации самого высокого качества. Причем ценник тут совершенно не кусается. О них сегодня и поговорим. Собственно, поехали. Коробку оформили в традиционном китайском стиле, как какой-нибудь дорогой улонский чай. В комплекте шла инструкция, просто превосходный плотный бокс из кожзаменителя и два набора простеньких силиконовых амбушюр, в том числе и с подрезанным сердечником. Кабель на вид очень неплох, он плотный, в меру гибкий, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил, равным всего 0,1 Ома. Жаль, но идет он только на 3,5 мм джек. Сами чашечки сделаны из металла с двумя отверстиями для компенсации, стандартным по размеру звуководом и дорого выглядящей внешней частью из натурального дерева. Внимание они точно привлекут, да и сидят достаточно удобно. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,5%, что совершенно гениально. Фаза более-менее нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть и самостоятельно. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 7,5 дБ с пологим таким переходом на середину, чуть более выраженная область разборчивости, пик имитации ушной раковины, еще один на псевдодетализации и постепенно так угасающие верха. В амбушюрах с подрезанным сердечником, заметьте, график получается гораздо ровнее, но сама суть его остается неизменной. Как видите, это очень похоже на дорогие Симгот EM10 и Яньин Canon 2, но лишь в случае с подрезанным сердечником. На слух Sivga Key в меру яркий, с небольшим уклоном в агрессию и выделение всей верхней части диапазона. Бас здесь довольно-таки ощутим, он жирный, глубокий, с чуть смазанными текстурами, но просто превосходным переходом на середину. Он не наваливается, не заглушает и не давит ее своей энергетикой, отчего последним хватает и воздуха, и объема, и все нюансы, как на ладони, включая очень достойную артикуляцию. Единственное, что лично меня в них смущает, это заметное оттенение всей нижней части средних частот верхней. Отсюда, кстати, мы получаем прекрасные скоростные показатели, улучшенную динамику и общую четкость звучания. Верха здесь более-менее комфортные, без какого-то подсвечивания, сибилитивных звуков, рези, грязи или каких-то иных артефактов. В сравнении с популярными 7 Гц 5, последние имеют более хлипкие, заглушенные и искаженные верхние частоты, острую и тембрально бедную середину и прямо качающий клубного уровня бас. То есть, совсем не конкуренты героям нашего сегодняшнего обзора. Nice HCK NX7 MK4 чуть менее выразительные, тоже легче по весу и с немного странными тоже верхними частотами.
Высокие в Ки и правда приготовили на уровне решений за пару сотен долларов. Да и на остальном диапазоне все у них в порядке. Есть тот самый тембральный объем, акустически достоверная масса, хорошая выразительность, мелодика и уклон в эмоциональную часть трека. Да, в полной мере они, конечно, не могут состязаться с чем-то в 3-4 раза дороже, но делали их с явной оглядкой на топ. Симгот EVO300 тоже очень хороши, но они про поджарые тембры, усиленную четкость, резкость и сверхдинамику. Для тяжелых стилей я бы, наверное, предпочел именно Симгот, ну а всему вокальному и мелодическому гораздо лучше подойдут герои нашего сегодняшнего обзора. Ну и еще в положительном ключе отмечу новенькие Arti R1. Но они немного расфокусированы и более теплые, хотя тембрально тоже весьма достоверны. Прогревать Ки толком не нужно, как и привыкать к их звучанию. То есть такое довольно универсальное решение, подходящее как для компьютерных игр, кино и сериалов, так и для музыки самого высокого качества. Отдельно отмечу и их безопасность. Ничего ни разу не резануло по уху, нет какой-либо заглушенности или чрезмерного ухода в макро. Все уровни отлично сочетаются. Прекрасное эшелонирование, прорисовка и компоновка музыкальных планов. Для оркестровой музыки их точно можно использовать, как и для джаза и чего-то другого академического. Впрочем, здесь обязательно стоит отметить их по аналоговому теплый характер, уклон в сторону целостности и музыкальности, но с разрешением, атакой и некоторой аккуратностью в плане передачи тембров. Из источников им предпочтительно все техничное, мясное и очень выразительное. Те же мобильные SMSL D10 и 7 Гц Artemis 39 вполне подойдут. Особенно с последними они спелись просто невероятно вкусно. С планарами их сравнивать нет никакого смысла. Ки по своей природе сочнее, выразительнее и куда объемнее звучат. Динамик – это ровно тот случай, когда всего в достатке. Хочется подпевать и прямо сопереживать прослушиваемой композиции. А планар лишь про текстуры и высокое разрешение. Итогом наушники Ки от компании Sivga внешне просто великолепны. Дерево во внутриканальных наушниках уже почти не встречается, а, кстати, очень жаль. Удобно сидят, минимальные искажения, отличная с элементами самобытности настройка АЧХ, довольно быстрый импульс и чуть ли не идеальная повторяемость. То есть в техническом плане и по дизайну к ним вообще не придерешься. Такие наушники могли бы стоить 2 или 3 тысячи долларов. Звучит же модель очень насыщенно, объемно, с достойным разрешением, динамикой и построением пространства сцены в глубину. Пусть они и не сверхтехничные, с заметным доминированием верхней части средних частот, но сделано все настолько аккуратно, что их прямо-таки хочется слушать. Ну и куда нам деться от динамического масштаба, мелодики и вовлеченности в материал. Прекрасное решение, конечно, не убийца флагманов, зато без косяков и с пониманием, что такое настоящее взрослое звучание. А у меня на этом все. Это была модель Sivga Ки. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!